Даже, знаете, что могут сделать? Привести свою жену в эту же квартиру и сказать, что это его сестра, что это его родственники. Короче, заполонить квартиру своими родственниками вместе с женой и жить вместе. И женщина будет думать, что это его сестра. На самом деле она будет кормить всю эту шайку. И будет о ней заботиться, будет еще больше работать, потому что им всем нужна еда, а они жрут в три горла, они больше ничего не делают, как едят и спят. Поэтому, товарищи, эта игра удивительная для нас, и когда мы ее видим, для нас это шок, потому что, так разыгрывать это чудесно, это нужно уметь, понимаете, это арабская хитрость. Хотя египтяне не любят, когда их называют арабами. Они говорят, я не араб, я египтянин. Для них это какое-то оскорбительное слово. Но в этом весь арабский мир. И это не только в Египте такие сценарии. У них мечта жизни жениться на европейке, получить гражданство другой страны. И даже есть такие истории, когда они женятся, приезжают с женой в другую страну, получают там гражданство и бросают ее. Была у меня одна история, один египтянин, он женился на русской женщине, а она свой бизнес вела. И она была очень богатая. И она его забрала с собой в Россию. Они жили в России, она построила дом, родила ему ребенка. И он мне говорит, и ты знаешь, вот смотри фотографию, вот это моя комната, я живу отдельно, я сплю отдельно, потому что я очень люблю спать. И мне надо, чтобы мне никто не мешал. И у меня вот своя кровать, моя комната, никто не смеет туда заходить. А дом у тебя откуда? Жена построила дом. У нее бизнес большой, а она умница. Я говорю, а ты как работаешь? Он говорит, я не могу столько лет в России устроиться на работу, это просто беда. Помоги мне найти работу. Я хочу работать, у меня просто не получается. Меня не берут на работу, потому что я плохо русский язык знаю. Но он очень хорошо разговаривает на русском на самом деле, и это не препятствие, это отмазки. И он так прожил на ней 5 лет. 5 лет просуществовал в ее доме, она заботилась о нем, она его кормила, и он еще... Потом она его, видимо, выгнала из дома, и он вернулся сюда, и он говорит, я ее бросил, я не хочу больше так жить. Она предъявляет ко мне претензии, она все время хочет, чтобы я работал. И это такая же египетская жена, как и русская, я больше не хочу никаких русских жен. Но в 5 лет он прекрасно проспал в своей комнате, еще и имел наглость ей говорить, я вот это хочу, вот это не хочу, вот это меня недостойно. И они очень хорошо знают, что их недостойно. Недостойно меня заставлять работать, недостойно со мной разговаривать, как не с мужчиной, недостойно меня не уважать, недостойно заходить в мою комнату, мешать мне спать. И не смей мне говорить о том, что я что-то тебе должен, я никому ничего не должен, и ты такая плохая. И, в общем, они вот так вот могут прожить на женщине много лет. Причем в отношениях они очень сильно опускают женщину. Сначала, когда они ухаживают, они ее превозносят, поднимают, а потом они начинают ей выносить мозг. Ты не такая, ты жадная, ты меркантильная, ты все время что-то от меня хочешь, ты меня заставляешь. Что-то это. Ты меня заставляешь, это меня недостойно. И они начинают ее опускать в таких моментах, где ей очень больно. И женщины начинают страдать. И даже при том, что она ему родила ребенка, что она о нем заботится, она ему может создать бизнес, посадить его туда, чтобы он просто сидел, ходил на работу и получал за это деньги, чтобы поднять его самооценку. И он ее так опускает, что женщина уже потом после этих отношений просто ненавидит всех египтян и говорит, я больше не хочу этого, это невозможно с ним жить, это очень тяжело, это очень больно. И у нее падает и гормональный фон, и самооценка падает, и она уже в себя вообще не верит. И она выходит высохшая из этих отношений, побитая, несчастная. И даже часто у нее рушится бизнес, потому что у нее нет сил на свое продвижение. Это нужно иметь очень большую напитку в себе, чтобы выдержать такого человека рядом с собой. Ведь вы понимаете, что даже люди, которые выросли в одном дворе, им очень сложно договориться о чем-то, а у нас абсолютно разный менталитет, абсолютно.
И абсолютно разные манипуляции. И если мы не знаем этого, то можем попасться на эти манипуляции и верить, что это так. Они просто убеждают, у них есть очень большая сила убеждения, потому что у них такая какая-то цепкая энергетика, и они вот если смотрят, они этим взглядом прям вытягивают энергию, прям чувствуется, как они хотят забрать. И на энергетике происходит такой обмен, который их напитывает, а человек, который чувствительный, он чувствует, что он опустошенный. И они не дают ничего, а просто забирают. Да, они даже не способны дать, потому что их этому даже не научили. У них все время женщины, их матери, их жены, они все время говорят: дай мне, дай мне. И они вырывают из них деньги, либо заботу какую-то. И в Коране написано у них: мама, 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 а потом папа. Что это означает? Это означает, что они всегда должны помнить о своей матери. И они все деньги еще, даже если они не женаты, они будут нести к матери. И они будут обеспечивать свою маму, они никогда ее не бросят. И они априори должны матери, и поэтому они будут о ней заботиться. Знаете ли вы об этом или нет, но они все деньги несут еще к своим матерям, и к своим женам, и к своим девочкам, дочерям, пока они не вышли замуж. Поэтому для них женщина – это объект, в который нужно вкладываться. Но своя женщина, египтянка. А светлокожая женщина – это объект, с которого можно заработать. Даже если вы думаете, что с вас нечего взять, они найдут, что взять. И найдут, как размотать на эмоциональный фон, и чтобы вам было плохо, и вы теряли свое уважение к себе, самооценку. А он, хитрый такой молодец, он на этом сходит. Когда они говорят красивые слова, вы понимаете, что они даже не понимают, что эти слова значат. Это вот как для нас арабские слова «халь-маль», и для нас это что это? Непонятно что, ассоциаций нету. Поэтому ничего не стоит им говорить эти слова. И когда они говорят «я тебя люблю», они ничего туда не вкладывают, никаких чувств. И ничего за этими словами не стоит, это просто пустой звук. Поэтому понимаете, что когда египтяне говорят о ваших ценностях, то это не значит, что это их чувство. Это просто такой развод. Их так научили. Так, теперь про магию. Когда существует объект, у которого есть деньги, и они понимают, что женщина богата, есть что взять, то здесь включается игра, что говорится, на миллион. То есть есть специальные люди, которые могут помочь им развести женщину и развести ее на деньги. И здесь в силу вступает магия. То есть существуют магические ритуалы. И это африканская магия. Она нам неизвестна, непонятна, и мы можем, не зная этих ритуалов, на нее попасться. Что происходит? Он сначала говорит, что он твой друг, втирается к тебе в доверие, потому что все эти ребята, они очень доброжелательные и очень обидчивые, если вдруг что-то не так. И поэтому он, если ему что-то не понравится, что ты сказала, он будет обижаться, говорит: почему ты так со мной поступаешь, я не такой человек, ты мне не веришь, я тебя не обманываю, я только за честность, я замечательный, я твой добрый друг, и без меня ты здесь пропадешь. И потом он может пойти к ихнему магу. Существуют специальные люди, которые делают наговоры, заговоры на арабском языке. Они написаны, прям продают, эти маги продают прям заклинание такое, как молитву. И этот человек начинает эту молитву читать на еду, которую он тебя кормит. То есть если египтянин приглашает женщину к себе и говорит: пойдем, я тебя покормлю, и женщина ест и вдруг начинает в него влюбляться. Потому что я спрашивала у одной дамы, я говорю: как тебя угораздило, у нее семья, муж хороший. Она говорит: я так влюбилась, я не могу делать. Потом тут же она влюбилась в его друга. И я говорю: а ну-ка расскажи мне, как это происходит, с какого момента ты в него влюбилась. Она рассказывает, что сначала он мне вообще не нравился, потому что он некрасивый, у нее муж красивый.
Говорит, я не знаю, мне вообще никак не интересен был этот человек. Но потом, когда мы вместе поужинали, один раз, второй раз, вдруг я начинаю видеть, какой он красивый, говорит, я начинаю его хотеть. И начинается такой зуд, прям, что ей нужно с ним переспать. И она начала чувствовать и выдавать это за любовь, а пошла страсть и похоть. Есть такие сущности, которые паразитируют на сексуальной чакре, на сексуальных связях. Они называются суккубы. Это сущности, которые разматывают человека на сексуальные отношения. Просто очень сильное желание такое, аж до нервоза возникает. И человек не может ничего с этим поделать. И вот они через эту еду говорят, я сейчас помолюсь, дорогая. И выдают это за какую-то благость. Конечно же, это помолиться, это святое. Мы же не молимся перед едой. И вот он там намолит эту еду, которую он купил где-то в подворотне. Она заговоренная, женщина съедает и чувствует, что она любит уже этого человека. И она ему начинает полностью доверять, и она за ним идет, как на поводке. И она готова для него делать все, и он для нее становится светом в окошке. И она больше никого вокруг не слышит. И даже вот если это на энергетическом уровне как бы понять, что я чувствую, то она не чувствует, что на нее произошло воздействие. Эта магия, она настолько тонкая, и при этом она очень сильная, что она с нашей энергетикой не созвучна. Поэтому мы ее уловить не можем, потому что когда идет внедрение наших проклятий, то мы чувствуем, что нам плохо. И мы можем понять, что что-то не так. А здесь наоборот, у женщины поднимается чувство любви. И она думает, в кавычках, что она его любит. И та женщина, которая давно не чувствовала любовь в своей жизни, она, конечно же, за эти чувства готова все отдать. И, знаете, спрашивают у меня, как от этого избавиться. Но я вам скажу, что от этого невозможно избавиться, пока человек сам не захочет. Но женщина попадает в круговорот своих чувств, она чувствует бесконечную любовь, счастье, радость. Еще при этом ей в сексе очень нравится, и она думает, что это сексуальный объект, это мужчина, который ей дает наслаждение. Но на самом деле это не мужчина дает, а эта сущность начинает ей владеть. И она идет за этими чувствами, она не хочет от этих чувств избавиться, потому что какой дурак захочет избавиться от любви? Вы понимаете? И такие всплески любовные, они для нас непонятны. И вы все встречали тех, кто съездил в Египет или в Турцию, или в Доминикану и очень сильно влюбился и страдает по той любви. То есть, когда они уезжают на свою родину, оттуда идет тяга неимоверная. Женщина может сидеть дома и плакать, что как она хочет в Египет, как ей та страна дорога, и как ей нужно обязательно к этому мужчине. Это вот эта сущность, вот этот канал, который создан между ней и этим мужиком, он ее влечет, и она обязательно вернется, но она вернется с деньгами, потому что он ее там успеет развести по смс-кам, что у него все рухнуло, весь мир рухнул, все пошло крахом, денег нет, что он сейчас умрет, и она его больше никогда не увидит. И она уже приедет с деньгами, и здесь уже вступает в ход риэлторские вот эти штучки, когда он ей подсовывает своего нотариуса и начинает разводить на недвижку. Она подписывает документы, которые потом оказываются, что квартира-то не ее, и ее спокойно выгоняют из дома. Так что вот эта магия, это африканская магия, и снять ее могут только африканские шаманы. Шаманы, которые обладают именно вот этой африканской магией. Потому что магия бывает разная, она принадлежит разным эгрегорам, и в каждом эгрегоре свои ритуалы. И только человек, который понимает, что такое африканская магия, может снять это. Но это нужен очень сильный маг. Но при этом вы понимаете, что женщина, которая в чувствах любви находится, то она не хочет от этого избавиться.
семафорят только родственники, которые переживают за нее. Они говорят, была нормальная женщина, бизнес вела, успешная, красивая, и могла любого мужчину к себе притянуть, но они не понимают, что с ней происходит, и многие родственники вот обращаются к нам, как к психологам, спасите, помогите. Но мы ничего не можем сделать, пока человек сам не захочет от этого освободиться, ничего не получится. Но я не встречала еще ни одной женщины, которая бы захотела освободиться от этих чар. Понимаете? Для чего мы вам все это рассказываем с Викторией? Для того, чтобы вы видели эти сценарии. Вдруг, если вы попадаетесь на эти разводы, то здесь можно помочь только самому себе. А как помочь? Перестать вкладывать деньги в этого человека, потому что они все деньги забирают из женщины. Они говорят, мне нужно, сюда нужно, давай мне. И женщина перестает вкладываться в себя. И когда вы начинаете обращать внимание на себя, вы перестаете его спонсировать, то он начинает очень сильно злиться. Он говорит, ты посмела наши деньги куда-то в сторону деть. И знаете что, на самом деле, только критическое мышление и поднятие собственной самооценки и понимание, что тебя разводят, может помочь женщине осознаться и вытащить себя из этой истории. Понять, что тебя разводят, и попадаются на эти уловки только те, кто обладает низкой самооценкой, те, кто ищет любви. Понимаете, а если вы сами себе будете давать любовь, если вы будете заботиться о себе, если вы будете у себя на первом месте, и ваши деньги, которые вам даются, они даются для вас. Это ваша энергия, которая материализовалась в этом мире для того, чтобы вы заботились о себе. И если вы начнете ценить свои деньги и давать их себе, заботиться о себе, тратить их на себя, перестанете спонсировать этих альфонсов, то они очень быстро сами от вас отвалятся. Поэтому будьте внимательны к себе. И мы желаем всем крепкого психического, физического здоровья. Будьте счастливы и будьте внимательны к тому, что происходит в вашем мире. Пока! Но знаете что, друзья мои, не все такие египтяне, и не все обладают деньгами, чтобы заплатить за эту магию, и не каждый способен найти этого мага. Есть очень классные слои населения, они находятся в основном в Каире, и они очень оберегают свою клановость, свою семейность. И там такие так называемые белые египтяне, они с большим достоинством, они с образованием, то есть это в основном адвокаты, юристы, это люди, которые закончили вузы. И там, знаете, такое светское общество, в которое не так-то просто попасть. И они друг о друге заботятся, они ходят в красивых платьях, они никогда не оденут вот это вот, как называют у нас, почтовый ящик на себя. Для них есть такое достоинство к своей кости внутренней, к своему статусу, что они его оберегают, они даже не будут разговаривать с этими голубеями, не подойдут никогда, потому что как будто они замараются. То есть есть иерархия, где существуют другие мужчины, и когда девочки с ними знакомятся, выходят туда, то там, конечно, другие отношения. И они очень достойные, и они ухаживают достойно, и они открывают все двери для наших девчонок, и это совершенно другой мир. Но это, конечно, не те, которые сидят годами на Тиндере, это прям ловцы. Понимаете, что там нету нормальных мужчин, которые действительно хотят отношений. Поэтому мы вам рассказали это все для того, чтобы вы не попались в эти ловушки. Будьте внимательны, будьте в себе, будьте в любви, потому что любовь – это то, что может нас всех спасти. Любите себя.